Всем привет, меня зовут Борис, и я хочу приготовить бургеры с Мак-завтрака в Макдональдсе. Это Мак-маффин с яйцом и свиной котлетой и фреш Мак-маффин. Честно говоря, я не особо люблю Макдональдс, но эти бургеры исключение, так как, они чумовые, честно я вам скажу. Так, для того, чтобы приготовить Мак-маффин, сначала нам нужно приготовить маффин, в смысле булочку. Нам потребуется 180 мл нагретого до 35 градусов молока, ни в коем случае не больше, так как дрожжи могут этого не оценить. Далее 3 грамма быстрых дрожжей и 20 грамм сахара. Теперь оставляем на 5 минут в теплом месте, чтобы наши грибы активизировались. Пока грибы набираются сил, просеем 250 грамм муки, добавим 3 грамма соли и хорошенечко перемешаем. Теперь все смешиваем и добавляем 20 грамм теплого сливочного масла. Причем именно теплого и ни в коем случае не горячего. Ведь, так как и в случае с молоком, если температура будет слишком высокой, то дрожжи могут погибнуть. Добавляем одно целое куриное яйцо и начинаем замешивать. Конечно, мне бы сильно облегчили задачу тестомес и планетарный миксер, но мы будем делать по старинке. После 3-4 минут интенсивного вымешивания продолжим это делать руками. Немного присыпаем мукой поверхность, выкладываем тесто и смазываем руки маслом. В моем случае оливковым, но очевидно, что вы можете взять подсолнечное или любое другое растительное пищевое масло. Приступаем к вымешиванию. Тесто получилось очень липким и тянущимся, поэтому масло будет полезнее. Особо сильно его не мнем, деликатно вымешиваем до однородности. Теперь формируем вот такую булочку и перекладываем в предварительно смазанную маслом емкость. Накрываем пленкой и убираем в теплое место на 1 час. А пока грибы делают свое дело, займемся мясом. Кстати, котлет, на мой взгляд, самая важная часть рецепта, так как в них и заключается вся клевость Мак-маффина. Я буду использовать мясорубку, поскольку мне нужен фарш с наименьшим содержанием жира, и магазинный фарш здесь не подойдет. 500 грамм свинины нарезаем кубиками или полосками и перемалываем 2-3 раза. Теперь мясо перемолото, но прежде чем идти дальше, я проговорю еще раз. Это важно. Свинина с низким содержанием жира, фарш не из магазина, перемолоть минимум 2 раза. Сразу поясню, что под магазинным фаршем я подразумеваю именно промышленный фарш из упаковки. Вы можете его просить на рынке или в мясном отделе магазина сделать фарш из выбранного вами куска. Теперь специи, что тоже крайне важно, ибо они придают Мак-маффину тот самый вкус и аромат. Я использовал мускатный орех, сушеный розмарин, молотую паприку, каенский перец, черный перец и чили перец. Экспериментальным путем я вывел именно эти пропорции для достижения желаемого вкуса. Специи отправляем в ступку, солим, перетираем в труху, добавляем фарш и начинаем тщательно вымешивать. 3-4 минуты. Мы должны добиться максимальной плотности и однородности. Лепим здоровенную котлету и убираем в сторону, а пока вернемся к тесту. Очевидно, что мне следовало взять емкость побольше. Перекладываем на смазанную маслом поверхность, формируем колбасу и делим на фрагменты по 60 грамм. Теперь превращаем их в булочки, оттягивая края вверх и возвращая в центр. Потом переворачиваем и перекатываем. Давайте еще раз. Края вверх и в центр. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Переворачиваем и перекатываем. Ой-ой-ой, вот только взгляните на них. Вообще, я не уверен, что такое можно показывать на YouTube, поэтому лучше перестрахуюсь. Возьмем противень и присыпем его кукурузной мукой, после чего еще раз перекатываем и перекладываем наших красоток. От этого мои чресла набухали. Присыпаем мукой и придавливаем каждую булочку. Нет, такое точно нельзя показывать. Побыстрее накрываем от посторонних глаз и убираем в теплое место. А сейчас вернемся к нашим котлетам. Нам нужно сделать вот такие митболы, вес каждого по 60 грамм, так как после жарки они уменьшатся до 50-55 грамм, а в случае с магазинным фаршем потеря веса будет значительнее. Митболы готовы, и теперь формируем котлеты. Для этого я использую кулинарные кольца и фольгу, или же пергаментную бумагу, они облегчат мне дальнейшие манипуляции с мясом. Берем обрезанный кусок, в моем случае фольги, прикладываем кулинарное кольцо и формируем котлету, плотно-плотно утрамбовывая. Таким образом, у нас получается отлично формованная котлета, которую можно легко перемещать, а также легко выкладывать на сковородку. Можно было также использовать масло, но особого смысла не вижу. Показатели отлипательности такие же, но котлета стала менее плотной. Кстати, можно с легкостью обойтись без кольца и фольги, просто это несколько облегчает задачу. А как там наши малышки? О-ля-ля! Ладно, рискну и покажу еще раз. Прокручиваем маффины, чтобы мука облепила как можно большую площадь, и отправим на сковородку. Нам нужно их подрумянить с каждой стороны по 3-4 минуты, следя за тем, чтобы они не прилипали к сковородке и друг к другу. Как же аппетитно они выглядят. Ух ты! Вот это да! Нравится? Однако они еще не готовы,
и их необходимо отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут. А пока маффины доходят в духовке, мы пожарим котлеты. Наливаем оливковое масло, добавляем сливочное, выкладываем наши котлеты, накрываем крышкой и обжариваем на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны. С котлетами мы разобрались, теперь яйца. С ними все просто, но без кулинарного кольца, пускай даже самодельного из фольги, я не представляю, как это можно сделать. Кладем масло, разбиваем яйцо, солим, перчим и на медленном огне доводим до готовности. Вуаля! Для макмаффина все готово, но дополнительно нам потребуется сыр-чизбургер, а для фреш-макмаффина еще помидор, салат айсберг и майонез. Помидор режем кольцами, а айсберг шинкуем. Теперь берем наши маффины, разрезаем пополам и кладем на сковородку на 1-2 минуты, чтобы внутренняя часть обрела вот такую румяную и золотистую корочку. Ну что, у нас все готово? Маффин, котлета, яйцо, сыр, помидор, айсберг и майонез. Осталось только собрать. Однако я не вижу смысла это проговаривать, так как там невозможно ошибиться. Поэтому предлагаю вам не заткнуться и дать вам возможность предаться эстетическому экстазу. Я надеюсь, что вам понравилось, и вы испытали приятные эмоции. Перейдем к дегустации. Что здесь можно сказать? Это просто бесподобно. Это настолько же вкусно, насколько и красиво. Маффин, котлета, яйцо. Все получилось идеально. Это как настоящий макмаффин из Макдональдса, но только менее фастфудный. Да что я такое несу? Это вкуснее, чем оригинальный маффин. Что касается фреша, так он мне понравился еще больше. Потому что краснодарские помидоры, айсберг и майонез по акции из пятерочки делают по-настоящему легитимной приставку фреш. Потому что они дают некоторую свежесть, прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если не понравилось, то поставьте справедливый дизлайк. Также вы можете написать в комментариях, что вы думаете по поводу методов лечения доктора Попова.